Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, на своем канале. Вышло интервью Димаша Кудайбергенова из Еревана. Поклонники его творчества объединяются в фан-клубы, следуют за своим кумиром, стараются не пропускать ни одного концерта, в том числе и в Ереване. Давайте Ну вместе а самые посмотрим и преданные послушаем, что следуют за скажет ним по всему Димаш. миру, потому что их кумир — обладатель уникального голоса диапазоном более 6 октав. Голос Я с радостью хочу необыкновенный, представить в действительно, у гостях на радио Димаша, «Спутник» казахский певец, который композитор и с первых мультиинструменталист Димаш нот уже Кудайберген. захватывает твою Здравствуйте. душу. Здравствуйте, Димаш. Добро пожаловать в Армению и добро Спасибо. пожаловать на радио «Спутник». Спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Для меня огромная честь находиться здесь и иметь уникальную возможность поприветствовать всех дорогих а, жителей солнечной страны Армении. Да, буду ждать вас всех на концерте завтра. Да. Мы обязательно подробно поговорим о концерте Мгм. в Ереване, единственном и первом концерте. Но поскольку я начала нашу беседу именно с фанатов, которых у вас более 2 миллиардов, ну просто если вдуматься в эту цифру, это какая-то часть планеты, населения планеты, то есть, наверное, 1/3, как минимум. Ну, насчет 2 миллиардов, конечно, я Это далеко в в этом не интернете. уверен. Ну, в интернете. В интернете еще пишут, что я лучший голос планеты тоже, так что А вы это не тоже... согласны? Нет, не согласен, конечно. Это из-за скромности? А, нет, я просто слишком объективно на такие вещи смотрю. Мгм. Да. А насчет 2 миллиардной аудитории, наверное, так говорят, потому что, как бы то ни скромно ни звучало, 3 года подряд мне вручали а, награду как певцу года в Китае, наверное, поэтому. И еще раз хочу поблагодарить всех слушателей за то, что э, на моем не совсем легком, но красивом, интересном творческом пути они меня постоянно поддерживают, сопровождают. А, Это понятно, потому что вчера в аэропорту Звартноц вас встречали фанаты из Казахстана, Украины, Чили, Испании и даже Австралии. Насколько вы зависимы от фанатов? а, Если проще сказать, максимально если просто сказать, то я, конечно же, осознаю то, что любой артист, в том числе я, э, без зрителей наша профессия не имеет смысла. Поэтому, То есть возникает вопрос, для кого? конечно, но все равно я стараюсь работать в своем направлении, в жанре неоклассики, но при этом пою в разных стилях, в разных направлениях. А, Не особо зацикливаемся на том, как а, массово будут воспринимать то, что мы делаем в плане музыки, потому что а, у меня немного специфическая музыка. И еще раз благодарю всех зрителей за то, что поддерживаете меня во всем. Вы достаточно востребованы и в то же время достаточно скромны. Об этом тоже пишут в интернете. И тем не менее, если как бы разобрать причину или результат вашего такого успеха, в какой очередности вы бы расположили такие явления, как Божий дар, трудолюбие, талант, ну и почему нет, харизму? Я бы не сказал бы, что я слишком такой чересчур простой. А, Я нормальный, да. Я обычный, а, со своими минусами, со своими положительными моментами, сторонами характера. А а в целом складывается такое ощущение, что а, я слишком чересчур себя просто веду, только по той причине, мне кажется, что люди на самом деле забыли, ну, артисты именно, многие, наверное, забыли, а,
как на самом деле должны вести себя артисты. Вот. Ну, в целом, очень много хороших коллег, очень много хороших людей окружает меня. И возвращаясь к вопросу о расположении Божьего дара, таланта, как бы вот в какой очередности они сыграли у вас роль в вашей жизни? В первую очередь, все по воле Аллаха, все по воле Всевышнего. Неважно, кто как обращается к Всевышнему. Я каждый день, практически каждый день анализирую свою жизнь перед сном. Каждый день мне приходится слышать свой адрес, слова восхищения или слова поддержки от зрителей. И я просто задумываюсь, буквально 15 лет назад, элементарно 15 лет назад, когда я жил в Казахстане, в Актубе, это запад Казахстана, где я родился. Тогда я пел, так скажем, не на таких площадках, где сейчас работаю я. Тогда я мечтал о стадионах, о мировом туре. И это все сбывается только потому, что Аллах так хочет. И надо понимать, что Всевышний, Он испытывает нас. Кому-то дает все абсолютно. То, о чем человек мечтает. Семейное благополучие, в материальном плане, положение, статус. А кому-то не дает ничего. Там. И в плане личной жизни беда, и в материальном плане, и в плане авторитета. И тогда он смотрит, тот, который получил все, он будет благодарить Аллаха. Тот, который ничего не получил, он будет за это его карать. Вот, мне кажется, надо помнить об этом всегда. Потому что в одной часе все может поменяться. Элементарно даже. Ты можешь завтра проснуться без голоса. И ты всю жизнь будешь дальше искать причину твоей болезни, например. Ну, как говорил Мухаммед Али, говорит он, я благодарю Бога за то, что Он в конце моей жизни дал мне понять, что на самом деле я не чемпион. Чемпион Он. А Он меня сделал чемпион, говорит. Потому что я побеждал всех, а его болезнь я так и не победил, говорит. Насколько правильные слова, я действительно согласен с надо Димашем, довольствоваться тем, на все что воле Божьей. Бог дает и жить по уму и разуму. Но во всех случаях вы много трудитесь, Искренне отвечал, Ну да. Димаш, того, что молодец. да, От души да. спасибо большое за У меня были хорошие искреннее педагоги. интервью. Дорогие друзья, подписывайтесь По на сей мой день я канал. работаю Если бы вы хотели, со чтобы я многими снял в будущем музыкантами реакции со на всего мира. произведение Димаша Кудайбергенова, пишите мне, на какой клип, Обмен на опытом какую идет песню. до сих пор. Хоть мне 29 лет, для представителей другой профессии, наверное, это уже такой средний возраст, а для музыкантов не имеет значения, ты даже в 80 лет должен учиться. Хотел бы несколько слов сказать о истории одного неба, The Story of One Sky Димаша Кудайбергена, об участии на фестивале в Лондоне. История одного неба уже приглашена в качестве гостя, так как в прошлом раз было большое впечатление у зрителей от этого произведения и клипа. Конечно, это очень хорошие новости для всей команды, для Димаша, для меня. Я очень рад. Спасибо вам за поддержку. Всего хорошего. А это небольшая реакция, которая мне понравилась на историю одного неба.
kidding me? Пусть у вас будет все хорошо. До скорых встреч.